Всем привет! Сегодня я отвечаю на вопрос, почему у вас может получиться плохое интервью. Для себя я выделила 10 пунктов и готова делиться ими с вами. Первый пункт – это то, что вы можете не подготовиться к интервью, считая, что вы отлично разбираетесь в этой теме. Я не говорю просто не подготовиться, эти моменты мы даже не обсуждаем, тут очевидно, что вы плохо проведете интервью. Вот тут есть коварный такой момент, когда вы думаете, что вы очень опытный, не готовитесь, а потом получается то, что получается. Видно, что вы плаваете в теме, и видно, что вы не разбираетесь. Я через такое проходила, я допускала эти же ошибки, и поэтому считаю своим долгом выносить их в свои видео и рассказывать вам немного подробнее и делать так, чтобы вы не наступали на те же грабли и не ошибались так, как делала это в свое время я. Второй момент – это если вы не проверили заранее имя человека и не уточнили с ним его должность. Потому что неправильно представив его в эфире, эфир, скорее всего, пойдет явно не лучшим образом. Ну, интервью, конечно же, тоже. Я как мастер в этом деле, как человек, который плохо запоминает имена, могу на 100% сказать, что представление человека в кадре, грамотное, правильное представление человека в кадре – это половина успеха. Многие гости очень обижаются, когда вы их представляете неправильно, но просто поставьте себя на их место, и вы поймете, почему это неприятно. Особенно, если вдруг у этого человека было какое-то повышение, а вы сказали должность ниже. Вот тут будете видеть его недовольное лицо все ваше интервью, поэтому уточняйте имена и должность заранее. Третий момент – это скорее для прямых эфиров, не для интервью тет-а-тет. Это когда вы не уточняете, чем человек конкретно занимается, когда вы задаете ему непрофильные вопросы, и уже в прямом эфире он говорит: а зачем вы меня об этом спрашиваете, я же не чиновник. Или а зачем вы меня об этом спрашиваете, я же не юрист, я социолог. И вот этот неловкий момент, эта неловкая пауза не очень хорошо для вашего эфира. Поэтому, если у вас есть время то обязательно обговорите, какую сферу он понимает и все-таки в чем разбирается. Четвертый момент, мне кажется, вот у меня такого не было, но видела у своих коллег. Это когда вы невнимательно слушаете ответы вашего спикера и задаете один и тот же вопрос по второму, а то и третьему кругу. И ладно, бывает такое, что гость нормально к этому относится, закатывает глаза и еще раз отвечает то же самое. Но однажды я смотрела эфир, он был, кажется, с губернатором Одесской области, и он, просто уже не выдержал и сказал: вы меня, конечно, извините, но я уже второй раз отвечаю на этот вопрос, и отвечал на него минуту назад. Слушайте внимательно, о чем говорит спикер, иначе зачем вы вообще там нужны? Пятый пункт тоже меня не касается, в отличие от многих пунктов впереди. Это если вы не расположили гостя к себе до начала эфира. Я видела таких ведущих, они такие, знаете, суровые и вообще безэмоциональные, и эфиры у них получаются такие же суровые, безэмоциональные и сухие. Даже если вы собираетесь задавать 500 тысяч жестких вопросов в своем эфире, ничего вам не запрещает познакомиться с человеком, предложить ему выпить вместе кофе, просто поболтать, обсудить какую-то тему, чтобы он пустил вас в свой круг доверия хотя бы на вот эти 30 минут разговора. Потому что если вы не сможете его расположить к себе, либо как-то расслабить, интервью у вас будет явно неудачное. Шестой момент – это вообще классика для местного телевидения, когда вы вроде как собираетесь задать острый вопрос, но обсуждаете его с человеком до. То есть я у вас спрошу про эту вашу коррупционную квартирку, вы же мне ответите. И самое ужасное даже не это, а то, что человек чаще всего говорит, что: слушайте, не спрашивайте меня, пожалуйста, об этом, это такой неловкий момент, это такая история, и вообще там все еще не точно. И вы уже такие: вы же спросили, и вас же попросили не спрашивать, и вы уже вроде как этот вопрос не задаете. Поэтому, если вы уже решили что-то спрашивать, то идите до конца и задавайте этот вопрос. Седьмой момент, с которым, к сожалению, сталкиваются и столкнутся все журналисты и ведущие, это просто неприятный спикер. Да, это вообще жуткая история. Я
очень соболезную тем журналистам и ведущим, которые встречаются с такими людьми в кадре. Но вот бывают такие люди, которые просто всем всегда недовольны, вы им не будете нравиться, они будут фыркать, и вам как-то придется с этим справляться. 8-й пункт – это если вы будете в своем эфире и во время своего интервью слишком мягкими. 30 раз до эфира скажете, как вы рады видеть этого человека в эфире, еще 40 раз поблагодарите его в конце. Ну, нет, это точно не украсит ваше интервью. 9-й пункт – это противоположность 8-го, если вы будете слишком много хамить. Хочу сказать, что есть почему-то такой стереотип, что чем агрессивнее вы себя ведете, тем лучше вы журналист. И когда я шла работать в эту сферу, мне казалось, что меня будут заставлять прыгать на спикеров и кричать им какие-то ужасные вопросы. Но на самом деле нет. Не стоит вести себя как хамло в кадре. Это не понравится ни зрителю, ни вашему спикеру. Приведу пример самый очевидный. Это тот же Юра Дудь, который задает много острых и неприятных вопросов для спикеров, но при этом он не наезжает на них, он не хамит им, он не ругается с ними, он ведет себя спокойно. Вот это хороший пример. Ну и последний момент, от которого вообще никто не застрахован, это ваше физическое состояние, если вы будете просто банально слишком уставшие. Конечно, начинающим журналистам может показаться, что невозможно быть уставшим на интересном интервью, но когда это поток, вы действительно можете быть уставшими, неэмоциональными, не производить никакой энергии в кадре, и это будет очень заметно. Тут могу посоветовать вам только собираться с силами, выпивать несколько чашек кофе и в бой. Вот такие были 10 моментов, почему у вас может получиться плохое интервью. Надеюсь, что вы запомните эти пункты и не будете повторять во многом моих ошибок тоже, и вам не будет потом стыдно за некоторые интервью, которые вы записали и сделали. Спасибо вам, что вы смотрите меня, спасибо, что пишете приятные комментарии о том, что вам это действительно нужно, я очень рада, потому что, как я уже говорила в своих прошлых видео, вместе с вами мы поднимаем уровень журналистики, ну и в целом уровень медиаграмотности у всех. Спасибо вам большое, пока-пока.